И представляешь, он мне такое сказал. Это плохая примета. Давай я тоже наступлю тебе на ногу, а то мы поссоримся. Всем привет! Это вторая часть хэллоуинского выпуска. Ссылку на первое видео оставлю в описании. В данной анимации я продолжаю топ самых влиятельных примет и суеверий. Приятного просмотра! Суеверия и приметы, часть вторая. Суеверие номер 4. Присесть на дорожку. Наверное, это одна из самых популярных и узнаваемых примет. Я и сейчас перед каждой дальней поездкой присаживаюсь на минутку. Считаю эту примету очень полезной, помогает собраться и ничего не забыть. Просто иногда проблемы с посадочным местом. Присаживайся где удобно. Примета номер 5. Условное название «Перешагни обратно». По этой примете нельзя переступать через лежащего человека, а то он просто не вырастет. И, видимо, она действительно работает. Лет с 14 мой рост перестал изменяться. Думаю, об этом можно будет рассказать в отдельном видео. Примета номер 6. Гадание по кружке. Это очень странная примета, о которой мне рассказал отец, когда я была совсем еще маленькая. Дочь, налей мне чай. Дочь, посмотри на уровень чая в кружке. Жидкость меньше 1 сантиметра от края. Ты не долила мне чай. Ой, пап, там ведь совсем немного не долито. А ты знаешь примету, что если перелить чай, то в будущем у тебя будет муж алкоголик, а если не долить, то будет муж губаст. Не имею ничего против губастых парней, но эта фраза в детстве звучала действительно пугающе. И с тех самых пор и по сей день я наливаю чай ровно до 1 сантиметра от края. Спасибо, пап. Я теперь не могу спокойно налить себе чай, не думая о губастых мужчинах. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, были ли у вас такие же безумные истории про суеверия и приметы. Меня также можно найти в разных соцсетях, ссылки я оставлю под видео. До встречи!